Гносис – это система знаний не только теоретического характера, но и практического. Сложно очень сказать с одним словом, что такое гносис, потому что для каждого очевидно, что гносис будет давать то, что он ищет. На все вопросы практически гносис ответит. Для ищущего человека там есть все ответы, они очень глубокие. Гносис переводится как знание, и могу ошибаться, для меня это знание вообще о космосе, о Вселенной, о том, как все устроено, о смысле жизни человека. Это учение, объединяющее несколько направлений. Каждое направление интересно по-своему. Наверное, вот это синтез этих направлений привлек в первую очередь. Гносис – это знание, направленное на развитие сознания. И оказалось, к моему большому удивлению, то, что давали в этих всех школах эзотерики, было по сравнению с тем, что давалось здесь очень бедным. И оно практически ничего не давало, кроме роста моего эгоизма, читая трансфер желания, например. Вот. Но придя сюда, я поняла, что это было очень наивно. И те знания, все книги, которые перечитывались, вся литература, все знания, которые давались в школах, они очень бедны по сравнению с тем, что дает гносис. И удивительным образом события в жизни стали меняться после того, как я начал изучать гносис. Изменилось отношение к людям, к событиям. Я перестал остро реагировать на травмирующие ситуации, стал более терпим к людям и нашел свою линию в жизни, куда идти дальше и к чему стремиться. И я всем советую попробовать на себе это знание. Скорее всего, оно поможет найти вам ответы на ваши вопросы. Мне во многом помогает это знание. Главным это было переживание смерти моей сестры. Вообще, как устроен мир. Мы живем и не знаем, как он устроен. Самого главного мы не знаем. А здесь я как бы узнала это все. Гностические учения, оставленные инструктором, учителем, философом по имени Самаэль Аумеор, охватывают в настоящий момент уже большую часть западного полушария, и уже в некоторых странах Европы и даже на Востоке в настоящий момент уже преподаются гностические учения. И несмотря на то, что это такая новая культура, она на самом деле не является таковой, это скорее всего очень хорошо забытое старое. В рамках этих учений объясняются очень многие инкогниты. Информация, которая предоставляется человеку, чтобы он осознал принцип действия своей внутренней психологии, чтобы он разобрался сам с самим собой. Мы считаем, что это необходимая культура для того, чтобы человек полноценно развил все свои внутренние возможности, чтобы он был полезным обществу и чтобы он мог жить полноценную, гармоничную, спокойную жизнь, а также развиваться не только внутренне, но и во всех своих внешних аспектах. Гносис основывается на философии, науке, искусстве и религии. В настоящий момент человек не знает самого себя и игнорирует очень многие вещи, которые происходят в этом мире. А что мы скажем о этих древнейших цивилизациях, которые оставили свидетельство о своей науке, о своей культуре, которая в разы превосходила нашу?